Итак, ребятки, я вас всех приветствую. На сегодняшнем на сегодняшней вечерней трансляции. Итак, первое, что хотелось бы мне сказать. Ребят, следующую неделю я иду по потоку. Без тематики, без каких-то четких определителей. Вот то, что будут показывать, то и буду вещать. Именно неделю. Почему так? Потому что потом расскажу. Это первое. Второе. У кого есть пожелания по поводу раскладов и тем для раскладов, открывайте описание каждого моего ролика, и внизу указано под каждым, повторюсь, роликом, под каким видео оставить можно темы для раскладов. И также, кто присоединяется, всем добрый вечер, и напишите, пожалуйста, что по поводу звука и видео по качеству. Параллельно с этим, господа товарищи, давайте условимся так. Когда я задам вопрос в массы, а стоит ли мне материться на публику или не стоит, тогда вы мне и будете писать эти советы в моих комментариях. Это ответ мой на комментарий Любы Чулковой. И, собственно говоря, больше я на это время тратить свое не буду. Когда я считаю нужным, я матерюсь. Когда я считаю нужным, я не матерюсь. А зачастую идет по потоку. То есть я порой даже не замечаю того, что я гну маты. Кому не нравится, ребят, я вас понимаю. Как бы отписываемся и проходим мимо. Кого это не напрягает, кому более интересно получать информацию и делать акцент на этом, кто не зациклен на этих затыках собственных причем, те остаются, как бы у тех вообще никаких претензий нет, и тем более претензий. То есть людей вообще ни черта не смущает в этом вопросе. Кто ходит за информацией, кто-то ходит посмотреть на маникюрчик, кто-то подрассказать, что кто-то должен маты гнуть, кто-то не должен. Лесом. Просто лесом. Чтоб не сказать основательно. Я думаю, все поняли, куда бы я послала воочию. Собственно говоря, такие персонажи блокируются молниеносно. Даже не хочу разбираться, какого хрена вас паяет мой мат. Так что вот такие вот у нас новости по потоку. Понимаете, да, я вот читаю комментарии, вот правильный ход мысли. Это мой канал. Я здесь делаю то, что я хочу и как посчитаю нужным. Или как получается, или как мне нравится. У каждого по-своему подход. Я не прихожу в ваш монастырь со своим уставом. Вы в мой со своим тоже не притесь. Будьте так любезны. Потому что я это воспринимаю как попытку вторгнуться в мое личное пространство, лишь бы подкачать энергетику. Не более, не менее. Хотите моих эмоций, блядь, я вам их отправлю. Без вопросов. При следующей же своей чистке. Да и все. Поверьте мне есть куда девать свое время. Итак, ребят, повторюсь еще раз. Эту неделю я иду по потоку каждый день. Впереди у нас праздник Самайна. Я видела в комментариях были предложения отвлечься и посмотреть, что по празднику. Я не буду этого делать. До тех пор, пока не придет время Самайна. Потому что сейчас валят энергии Мабона. И они довольно-таки серьезные и довольно-таки важные на самом деле.
Когда мы уже будем приближаться к Самайну, тогда я, естественно, и задену эту тематику. Вы понимаете, как праздновать свадьбу месяца за 3 до этого торжества? Я этого не люблю. И еще, все же я повторюсь, девочки и мальчики, где можно оставить темы для раскладов, есть ссылка на этот ролик. Пожалуйста, там и оставляйте. Там я буду их смотреть и анализировать. Для меня это показатель того, что человек зашел и хотя бы ознакомился с информацией, которую я составляла, на которую я потратила время, и не один раз, для того, чтобы она была составлена так, как мне было бы удобно ее преподать вам, и чтобы каждый мог ознакомиться с тем или иным нужным вам ресурсом, да. Так что вот как-то так. Гора не гора, даже не хочу разбирать, там уже по энергетике просто было понятно, какой подход человек задумал делать. Дифирамбы поем, но в итоге, даже без слова «пожалуйста» и тому подобное. Или мне бы было более приятно, если бы не было мата на канале. Возможно, вы учтете мои пожелания. Не материтесь на публику. Да, блядь, хуй вам. Ребята, хочу и матерюсь. А бывает и не хочу, матерюсь. Жизнь, знаете ли, такая. Итак, поехали теперь по факту, ради чего мы здесь сегодня с вами торжественно собрались. Ну что, в силу входим, ребята, да? Покоряем фортуну. Выходим из повешенного. Нормально. Нормально, я считаю. Все отлично. Подселы, подселы, подселы. Поняли, да, кто был возле вас? Для кого это интересно? Ребят, тут основополагающая ситуация, когда в состоянии подвешенного вы должны были посмотреть на мир чуть под другим углом. И еще здесь мне хочется сказать, что пока вы так висели, какая-то ситуация не продвигалась, не двигалась, вы какую-то мудрость определенную обрели. И мудрость-то нехилая. Кто к вам там пришел, что рассказал, доповедал интересного такого? Входите в свою силу, это хорошо. Это замечательно. И солнце. Смотрите, 4 старших аркана. Я колоду поделила на 2 части, как бы сами видели. Вот вторая часть. Сегодня она нам не нужна. Нам нужно это. Здесь вы силу над ситуацией обретаете. Слушайте, для кого актуально? Здесь выздоровление. Здесь вы идете на поправку. Приток сил. Девочки, здесь возможно зачатие. Но нежданчиком будет. То есть для кого это актуально? Вот именно этот вопрос. Он болезненный уже, да, на повестке дня как бы стоит не первый месяц в вашей жизни. То я вам скажу так. Вы не цепляйтесь за это. Придет, когда не будете слишком ожидать. То есть вы мечту имеете в виду свою, да, как бы, транслируйте ее в пространство, но не прогибайте его. Так. Здесь какой-то император эти все моменты вам перекрывает. Перекрывает человек. И не заебался же еще.
Не нужно, чтобы... Ему не нужно, чтобы вы общались с людьми, чтобы люди к вам шли. Интересно, он понимает последствия того, что его ждет в априори после того, если вы откажетесь от своей идеи? Вот он лезет в ваше пространство, в ваше дело, в ваше детище, в то, во что вы вкладываетесь. Вот лично в моем аспекте я бы, блядь, сердце тебе, сука, выжгла за такое. Я же хуярить буду тебя до, блядь, посидения твоего. Ежедневно, падла. Ну вот реально. У меня сегодня такой настрой. Потому что, ну реально, здесь уже просто не первый расклад у нас идет. Какая-то мерзопакостная херь, возомнившая себя императором. Займись, сука, своим троном, блядь. Или что там у тебя с твоим троном? Бухаем, да? Нормальный трон. О, тяжело, да. Так, а сидишь или слетел уже? А, понятно. В процессе, да? Все идет по плану, мы идем ко дну, называется. Вот позиция жизненная у императора на данном этапе. Связи с высшими силами нет, если какой-то обывательский мужик, то есть бывший, к примеру, либо же это там начальник ваш, который блокирует ваши, вот знаете, рубит все ваши идеи на корню. На работе, не дает вашим проектам продвигаться, не дает вам продвижения. Вот здесь у человека по любятинке еще тоже шарахнуло хорошо. Любовь не удалась, завяли помидоры, сандали жмут и нам не по пути. Обиженный. Как на вас эта двойка действует? Ну, вам-то знания приходят однозначно. Вы об этом осведомлены, что человек неугомонный. С трона человек уже все слетает. Что высшие силы по поводу императора? 9 мечей, на тебе, блядь, держи. Распишись. Мокрую печать даже тебе выставят в этом вопросе. Давайте посмотрим, а на что он надеется. Вот перекрываю вам все это. Девочки, здесь реально еще какой-то мужик не хочет, возможно, ребенка. Вот прям белка у него, если вы решили родить для себя. Опять же таки, кому актуально, тому актуально. Давайте посмотрим, а что у него происходит, что он никак вот не успокоится. Ну, в принципе, и так понятно, что происходит. А что ты хочешь? Ну да, запросы, конечно, аховские. Мир, суд, маг. А что получишь? Да, забавно, забавно. Смотрите, ребят. Здесь человечек не до конца понимает, что он просит. Но ему это дадут. Дадут. Только вдолбят по полной программе еще за это по сердцу. Трансформации будут проходить жесткие. Здесь у человека белка, что не ложится на вас, видимо, приворот, привязка, вызовы, подцепки на каналы на ваши не ложатся, не цепляются. А если цепляются, он считывает как то, что работа хорошо прошла, а по факту, ну, на воротник, понимаете, и ни хрена не норка. Власти хочет, сил хочет, связи с родом хочет, нет, значит. Человеку была дана
сила от предков духов рода, которая приводила его к победе. Но победа, понимаете, это как? Когда через сердце зацепки и 9 пентаклей получаем. И срать нам на последствия. Вот это сейчас все трансформируется. Здесь еще, знаете, что проходит? Ситуация, когда человек реально читает пространство. Не буду уточнять, какое. И он видит как то, что ложится его работа, но сам при этом человек еще больше себя загоняет в эту же программу. Грубо говоря, делаем сами на себя, стараемся изо всех сил. И опять же таки, я повторюсь, все вот такие персонажи, вот люди, почему-то все действуют, знаете, как по пунктам. Просто, люди разноплановые, различные, с разных стран, как бы. Действия, блядь, как под копирку. У всех. Их поголовно. А здесь через, понимаете, через эмоции, через чувства. Блага человек имел за счет того, какой дар был ему дан. Здесь переход в трансформацию. Здесь из области «а будет по-моему», да? Блядь, знаете, что мне идет в голову? Мышка плакала, кололась, но продолжала жрать кактус. Ну вот серьезно. Это из этого кардебалета. Я просто, не могу по-другому это никак описать. И смотрите, да, я тасовала колоду. Сколько старших арканов. Здесь у человека личный затык пошел. Понимаете? Именно личный затык. Как это так? Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, давайте посмотрим теперь, знаете что? Нет, вот это я оставлю. Давайте посмотрим, а что вам при этом всем? Опять этот император, блядь. Как они заколыхали? Почему истинные императоры, понимаете, мужчины, которые проходят под вот этим арканом, под качествами этого аркана, этой карты, не занимаются такой херью. А вот те, которые, блядь, мнят себя таковыми, вот таким вот и страдают. Ладно, девочки и мальчики, давайте посмотрим, что для вас актуально. Тут все понятно. Перекрывается вам фортуна, перекрывается вам внутренняя трансформация, то есть, чтобы у вас ничего не получалось, вы никуда не двигались, чтобы ваше дело с места не сдвинулось. Так значит и ты пойдешь ко дну, блядь, да, солнышко? Почему бы и нет? Это, знаете, из области... Один человечек вот такого типажа любил очень часто повторять, что, мол, он творит справедливость, и я всех отправляю в ад. Вот это что-то из области этого. Практик, типа, либо просто НЛПшный какой-то манипулятор. Хотя зачастую в нынешнее время все вот эти, блядь, недолюбленные, либо перелюбленные сынулечки ломанулись в магию. Только молчат об этом. А то еще и до этого ломанулись. Лет несколько уже там посиживают. Так вот, что я хотела сказать. Вот прежде чем вот такими фразами кидаться, ты бы задался вопросом. Возможно, кто-то в аду себя как дома, блядь, чувствует.
А ты там, блядь, просто погостить залетел. Итак. Давайте вот, несмотря на то, что вот это вот все сейчас происходит, как у вас вообще пространство? Что для вас? А у вас новый этап, девочки. Я не скажу, что он заканчивается. Я скажу, что он в процессе. Здесь определенные трансформации проходят, проработки себя. Есть где-то недовольство, чего-то не замечаете. Вот знаете, из области так. Просто срано на все и всех я ушел. В себя вернусь не скоро. Нужно переосмыслить, посидеть, обдумать. Здесь есть и какие-то разочарования, какие-то такие моменты, знаете, по поводу и вашего баланса внутреннего и внешнего. Возможно, приходится несколько дел сразу вам делать, вы устали. Вот. Но знаете, в чем парадокс? Здесь для кого-то из вас будет актуальна помощь христианского эгрегора вам. Кто ходит в храмы? Давайте так. Не обязательно христианского. Но кто из вас ходит в храмы, это вам помогает. Если кто не ходит, значит у вас свои обороты с этими всеми ребятами. Но здесь у вас явно, понимаете, вот это недовольство толкает вас на то, чтобы вы совершили переход в действие. Возможно, здесь, знаете, как что-то нужно начать по-новому, новое, сначала, по-другому, да, перекроить как бы схему, которая раньше вот у вас была. Неважно, чего это касается. Ритуалов, вашей работы, может сменить деятельность уже. Либо подход к нынешней деятельности. Здесь нападки мечевого короля и его ритуалика, короче, срезаются нападки. Долго на вас ритуалит, через дьявола. Через 15-й. И что с этими ритуалами? Кроме того, что они вам помогают этот переход и совершить, понимаете? Нормально, да? Высшие силы за этим смотрят. С одной стороны 15-й, с другой Иерофант. Что здесь еще сказать? Определенные моменты воздействия на вас от этого человека допущены высшими силами, потому что вас надо прокачать. Вы должны что-то в себе перестроить. Внутри себя. А что 15-й вам бы хотел сказать? Здесь крадники пытаются на вас одеть. Это все разрушается. Причем, вот смотрите, человек мнит себя императором, а по энергиям-то проходит по пажу кубковому, ребят. То есть 15-й его считывает как пажа кубкового. А он заявляет, что я император, маг, и с ними все, мол, связано в этом плане.
Здесь не дают человеку подцепиться к вам в полной мере, как он хотел бы этого воплотить. Но здесь, ребята, крадники на ваше сотрудничество с другими людьми в любви, в договорах, в торговле, в дружбе, в семье, с детьми. Вот вы представьте, человек сидит и вот это все делает. То есть у него, блядь, жизни, походу, просто нет его собственной. Он тупо, блядь, вот, понимаете, зациклило, запаяло. Ну и что с этими крадниками? Он разрушает. 8 мечей на краднике, девочки. Он закрывает. И человек сам, понимаете, он закапывает сам себя. Как обычно. Все идет как обычно, своим чередом у таких. Ой-ой-ой-ой. Вот если у вас стопор в денежном аспекте, в социуме, в проектах, вам нужно что-то понять, принять, либо, я не знаю, копайте в себя, и как только вы узнаете, что это, этот конь педальный просто, ну, его вот и отправят туда, куда он все стучит, видимо, ему откроют в итоге. Основательно. Он думает, что он как бы, ну, в теме, то он еще с главного входа не заходил к 15-му. И, собственно, давайте посмотрим, о чем 6 кубков нам говорит. Она может говорить, что этот человек из вашего прошлого. Может говорить, что человек нападает на ваших детей. Также может это говорить о том, что здесь и бывший проходит, у вас дети связывают вас. Тоже как вариант. Но я все же уточню. Давайте так, 3 карты из того, что осталось. Обнуление вашего прошлого, ребята. Проекты, стабильность, ёпарасте, в получении, вот, русское слово забыла, в получении ваших плодов, да, труда. Вам нужно туда всю энергию вкидывать. И тут я думала, какую карту первой взять, эту или эту же. И вот смотрите, если так посмотреть, это типа как совет, да, я хотела вам достать, 2 карты оставить. Здесь нужно выходить из 4 мечей, то есть, да, когда мы лежим, анализируем, думаем, и уже идти в сотрудничество с кем-то, с чем-то новым, с энергиями новыми и тому подобное. Либо же, ребята, здесь, если вот так посмотреть, то можно сказать, что кто-то из вас выходит из треугольников. А кому-то пытаются блокировать сотрудничество с другими энергиями и силами через мир мертвых. Либо же вам нужно посотрудничать с миром мертвых. То есть давайте и так, и так. Учтите все аспекты. Я думаю, это лишним не будет. Вот такой вот у нас на сегодня расклад вышел. Конечно, да, из всей колоды именно старшие арканы здесь затесались. Долбите этого петуха до тех пор, пока ему не надоест. Или пока копыта не откинет. Здесь не
Не думайте, что если там что-то подзатихло в пространстве, что оно не шевелится и на вас не дергается. Там у человека все, сорвало крышу с петель. Я великий маг, блядь, будет, по-моему, я так сказал. Я всех вертел на... Да, буква Ю, нахую, понимаете? И тут жесткое непринятие того, что, ну, все, лавочка закрыта. Я же говорю, сделайте человеку то, что он делает вам. Перекрывает он вам ваше продвижение, снесите ему напрочь все. Чтобы он мог с важным и гордым лицом потом рассказывать людям о том, как он родился заново. Это, конечно, уже сарказм, но и тем не менее. Почитаю ваши комментарии сейчас. Инна, по поводу энергии мата, не всегда он разрывает пространство. Там смотря кто его употребляет. И при каких обстоятельствах, какие энергии проходят. Почему этот мат вылетает. Почему этот мат вообще существует у нас, именно у славян, да? В таком объеме, в такой живописной красоте, разнообразия. Да, Марина, я с вами согласна. Здесь четко по раскладу видно, что человеку... Здесь прям, понимаете, если практик, то здесь привороты, отвороты, любятина, вот эта вся. И бабло за это получал. Манипулировал судьбами других людей. И здесь вплоть до того, что человек доводил до смерти, если ему заказывали кого-то. И именно через сердце. Это если практик. Если же это какой-то обыватель, типа вуаля, я, блядь, начитался, и я тут великая звезда, да, из этого репертуара люди, то здесь просто привык человек, что на его смазливую рожу, либо на его харизму, либо я не знаю на что там, на него ведутся, а он это начал терять, все, этого нет. Ему это было дано для другого, это умение, да, как-то вот так расположить человека к себе. И он, опять же таки, повторюсь, он входил через эти манипуляции в 9 пентаклей. То есть по факту, манипулирование, воздействие на психику, на энергетику человека. И за счет этого человек наживался. Ему потом было срано, что будет с тем человеком, либо с другим. Не поняла последнего вопроса, но почему его принимаю мастера? Ну, в общем, да, девочки и мальчики, вот такой вот момент по поводу мата я уже все сказала, как бы, и вообще по поводу всего остального. Я, как бы, ну, живой человек, я тоже смотрю YouTube. И вот, знаете, меня не задевают. Короче, если меня что-то задевает, давайте я так скажу, это касается не только каналов тарологов, в общем контексте, да, разные ролики я смотрю, разную тематику. Вот если меня что-то задевает, я задаю себе вопрос, а почему? Почему мне на это не насрать?
И вот тут-то приходят инсайты. Но за последнее время мне на все насрать. У меня ничего такого как бы, не всплывает, понимаете? Единственная политика, но политику я смотрю очень редко. Потому что там сплошное скачивание энергетики с людей идет. В общем, вот такой вот на сегодня расклад. Всех благодарю за внимание. Оставляйте ваши комментарии. Оставляйте ваши лайки, дизлайки. Ну и всем осознанным, как обычно, добра этого мира. И будем в эту неделю посмотреть, что будет еще нам по потоку. Почему так? Потому что, давайте я скажу, это некая подготовка к Самайну. Мне пришлось отложить сегодня абсолютно весь свой график по роликам, потому что ко мне пришли и сказали, что нужно сделать вот так вот. Я уже зачастую даже не задаюсь вопросом, а зачем и для чего. Все покажут. Надеюсь, кому интересно, ребят, тому будет интересно. Ну, не интересно, идите с миром. Вообще без вопросов. Только не указывайте мне, что делать, и я не буду говорить, куда вам идти. Ну а так, всех люблю, обнимаю. И до скорых встреч. Пока-пока.